Мої вам вітання. Я Светлана, и вы попали в гости ко мне в сад под Киев. Смотрите, какая гортензия Фрейсмельба по сравнению со мной. Начинает свое цветение метельчатые гортензии. Но сегодня мы не про них. Сегодня я расскажу вам про свою крупнолистную гортензию Endless Summer, бесконечное лето. Расскажу, как ее черенковала, как ухаживаю, посмотрим, как она выглядит, и увидим, как меняет цвет и черенок мой, и как она, результат налицо. Это самая лучшая, на мой взгляд, гортензия крупнолистная. Идемте покажу. Отвечу еще на вопросы на ваши про нее. Так, ну я вот тут умостилась среди роз. Аромат стоит невозможный. Это цикламен Пьер де Ронсар и Шанталь Мерье. Наклонился, немножко тенек дает. Вот моя гортензия бесконечное лето. Я вам буду показывать и ближе, чтобы вы видели соцветие. И издали габитус куста. И можно посмотреть в сравнении со мной. Гортензия бесконечное лето служила и служит прародителем для создания селекционерами многих сортов ремонтантных гортензий. То есть они могут цвести и на побегах этого года молодых, и прошлого одревесневевших, если вы их хорошо укроете зимой, смотря от зоны, в какой вы проживаете. Значит, обнаружили этот сорт, стали скрещивать его, селекционировать, и множество современных сортов. Я как раз вчера в каталоге смотрела, выбирала себе что-то новенькое, но, честно говоря, пока не рискую приобретать, расскажу почему. Из Нидерландов у нас сейчас очень много предложений по крупнолистным гортензиям. А что же про бесконечное лето? Куст, наверное, самый стойкий среди всех гортензий. Растет у меня в открытом грунте. Скажу сразу, что он вначале рос в горшке. Купила я его вот такусеньким, даже меньше. Это моего черенкования уже кустик. Еще меньше. Одна палочка и малюсенькое зеленое соцветие. Отвечая на вопрос, в каком питомнике купила, не помню. Это было 3,5 года назад. Малюсенькие, даже меньше листья были. И к концу лета одно соцветие, к середине лета зацвело, расцвело, но и быстро как-то засохла опала, потому что посадила я ее в обычный универсальный грунт, и ей что-то стало не так. Почему? Я узнала позже, что не так, хотя я добавляла и сосновый опад, и мульчировала сосновой корой, но, видимо, были проблемы, и ей стало плохо. Я ее пересадила в больший горшок, исправила грунт, вот эту девочку мою. И до конца лета она у меня была в большом горшке. Больше не зацвела. Перезимовала в этом горшке в теплице, благополучно обмерзла. На следующий год, значит, я стала ждать на новых побегах цветов. Жду-пожду, ничего не происходит. А не происходит почему? Перевернула я горшок, высыпала грунт, и оказывается, муравьи свили огромные свои гнезда в пустотах между грунтом. Вот вам. Первое, на что стоит обратить внимание при посадке крупнолистных гортензий. Обязательно уплотняйте грунт, проливайте, чтобы не было пустот. Много было хвойного опада у меня, и получились пустые полости, и там муравьи поселились. Поэтому она у меня плохо и росла так, и почти не цвела. На следующий год я ее, конечно, пересадила, но толку уже не было. На следующий год
Света решила: все, эксперименты с горшками хватит, посажу ее в открытый грунт. Буду как-то укрывать зимой. Вот она в открытом грунте, ей оказывается даже лучше. Возле кипарисовика, он ее с той стороны от солнышка прикрывает, затеняет немножко. Роза Шанталь Мирье затеняет. Тут проложен капельный полив, трубка. Значит, что я хочу сказать? Хочу сказать, что сразу сажайте правильно. И по моему опыту все гортензии в открытом грунте растут лучше. У меня сейчас есть черенки мои и в горшках. Это я черенковала. Про черенкование скажу. Осенью обрезала ее. Самые слабые вырезала, поделила в стаканчики, в контейнер, как обычно мы черенкуем. Про черенкование что хочу сказать. Крупнолистная гортензия черенкуется намного проще и быстрее, чем метельчатая. Бабочки летают, чем метельчатые гортензии. Поэтому возьмите это себе на заметку. Легко. Осенью я вам еще раз покажу. Наверное, еще раз буду черенковать свое бесконечное лето. Очень она мне нравится. Про черенки рассказала. Часть у меня растет в горшках, часть по участку большая. Тут только 3 в горшках растет. И еще почти 17 или 16 штук рассажено везде-везде. Я вам показывала на прогулке. И на открытом солнце корни в холоде получается, в более прохладном в земле. Прохладнее же, чем в контейнере, даже если я в 2 контейнера ставлю. Получается, за открытый грунт сказала, по возможности выбирайте притененные места. Немножко солнца надо, чтобы соцветия красивые были. И сажайте по возможности в открытый грунт. Следующее, что хотела сказать. Про уход скажу. Сейчас скажу про смену цвета. Вот эту свою маленькую деточку я проливала сульфатом алюминия. Проливала сразу в концентрации, какой мне сказали, столовая ложка на 10 литров воды. Разводила и проливала. Так вот, что хочу сказать. Сюда я успела вылить только пару поливаний. По 3 литра я вылила, а потом посмотрела, что у меня сульфат алюминия мало, и решила только свои контейнерные. Думаю, в контейнерах в земле больше он задержится и быстрее будет виден результат. Так вот, я рассказывала, что я прекратила поливать, потому что гортензия остановилась в росте. Оно и видно, листики тут маленькие, а вот эта, которая я ее вообще не трогала, несмотря на то, что от солнца подгорел лист, то чувствует себя намного лучше, эта гортензия. Несмотря на то, что сюда так мало было подлито сульфата алюминия, то есть подкислителя, мы закисляем грунт, она поменяла свой цвет. Она играет красками от лавандового, слегка фиолетового, синего, темно-розового, фуксиевого. Вот. Это я хочу сказать про то, что гортензия Endless Summer очень отзывчива на любые удобрения по смене цвета. Даже сильное удобрение не надо. Мне писали вы в комментариях, что можно просто подкислять грунт лимонной кислотой или проливать сыроваткой, или такими самыми доступными, недорогими. Не стоит гоняться за дорогими удобрениями по смене цвета. Если у вас бесконечное лето, гортензия, она сможет поменять свой цвет и при более простом подкислении грунта. Что я еще хочу сказать? Поменяла вот эта деточка очень быстро цвет. Сейчас стоит с одной стороны розовенькая, с другой даже синие тут оттенки. Больше в этом году сменой цвета я заниматься не буду. У меня еще около 10 сортов, таких же маленьких, чуть побольше. Я покупала районированные, то есть гортензии крупнолистные я покупала, которые выращены в местных питомниках у нас. И поэтому они более
хорошо выдерживают вот такие, как сейчас, очень сильные перепады температур. Утром 19, днем 38. Это для крупнолистных гортензий просто неприемлемо. Гортензии, которые покупаются, пришедшие из Нидерландов, сейчас я вам расскажу, как их привозят. Почему часто гибнут, почему много таких потом негативных отзывов. Потому что там они выращиваются в огромных профессиональных теплицах с определенной влажностью, с определенной температурой, чуть пониженной. Очень кормятся, конечно, удобрениями, чтобы были пышные, красивые. К нам они привозятся в огромных рефрижераторах, холодильниках. То есть там опять же поддерживается температурный режим. Что мы делаем? Мы получаем свою красавицу, да, по правилам, по всем. Высаживаем, пересаживаем, но такая шоковая смена места жительства и температуры, особенно температуры. Вот сейчас у нас очень жарко. Как бы вы ее не брызгали, как бы вы ее в тенек не ставили, той влажности и прохладности, которая была у них изначально, вам будет трудно достигнуть. И вы носитесь. Я там с одним горшком носилась. В общем, я планировала, не знаю, что с ним получится. По возможности покупайте крупнолистные гортензии, которые уже хотя бы с весны и до сейчас побыли в вашем климате, где вы находитесь. А вот эти вот из Нидерландов, из Голландии, ну не знаю, я, может быть, поздно осенью куплю, чтобы они у меня уже перезимовали и в нашем климате вышли на следующий год из цветения. Что еще хотела сказать про свою гортензию «Бесконечное лето». Она имеет довольно большие цветочки, соцветия до 15 сантиметров. Ну, у меня маленький, потому что у меня куст только вот второй сезон в открытом грунте. Прошлой весной он был высажен в открытый грунт. На зиму я его укрывала. Сейчас расскажу, как. Соцветия не очень большие, но у нее очень крепкие побеги, которые держат вот эти бутоны. Вообще у всех крупнолистных гортензий очень плотные бутоны. Будет она размером до 1,20 м, где-то, ну, может, 1,40 м, смотря какой уход и место, какое вы выберете. В ширину будет до 1,5 метра. Она как рододендроны, в ширину растет больше. Что еще хочу сказать по уходу? Чтобы был зеленый, глянцевый такой, с такими крупными прожилками, у нее лист красивый, чтобы он такой и оставался, ей, конечно же, нужны удобрения. Удобрять, как и все гортензии, надо раза 3-4 за сезон, как под корень, так и по листу. И, соответственно, обработки. Обработки я вам периодически рассказываю, обязательно от клещей. Где-то примерно раз в месяц профилактически, если даже чувствует себя хорошо, от вредителей и от болезней. Фунгицид плюс инсектицид. По удобрениям хочу сказать, где-то в середине апреля, начале мая, судя по вашим температурам, мы под корень гранулированная осмокот. Просто такую в ладошку жменьку небольшую. Надо ориентироваться от размеров куста. Под такую девочку вообще щепотку, на кончике чайной ложечки. Сюда где-то столовую ложку. На следующий год уже 1,5 можно. В прикорневой круг порыхлила, замульчировала. По листу, как я вам рассказывала, я плантафолом. Плантафолом в начале равноценная формула, чтобы нарастала где-то в начале их цветения, перед цветением за недельку 10-54-10 НПК. Ошиблась в прошлом видео, сказала НПК. 54 назвала калий. Конечно же, это фосфор. Я ошиблась, потому что у нас такая жара, тут уже не вспомнишь, как тебя зовут. А где-то с начала августа, можно в конце июля, мы уже меняем формулу плантафола с большим содержанием калия. То есть, чтобы у нас древесневели наши вот эти побеги, чтобы они не обмерзли, когда мы их будем укрывать.
в горшках, то мы куда-то убираем. Часть гортензий я, кстати, буду убирать. У нас есть неотапливаемое помещение, но надо следить, чтобы там была и влажность, и не ниже -2, -3, не ниже, чтобы не померзли. Или тогда прикрывать. Так, по удобрениям. По удобрениям крупнолистные гортензии, как и розы, можно проливать сульфатом магния. Для чего это делается? Для появления базальных побегов. Я вам уже рассказывала несколько раз. Я и розы проливала. Сниму отдельное видео. Это очень хороший такой стимулятор, который стимулирует новые у нас веточки, чтобы появлялись, чтобы пышнее куст был. Эту я проливала где-то в конце мая. Я ее пролила. У меня есть еще одна крупнолистная в открытом грунте. И все. Остальные все детки этого года посадки. И в горшках остальные. Я только как бы с остальными буду знакомиться. Гортензиями крупнолистными. За этот сорт еще хочу сказать. Очень отзывчив на удобрения. Как только вот хлороз, вы заметили, побрызгаешь, прольешь моментально по сравнению с другими гортензиями. Это просто, я не знаю, если вы только начинаете, я прямо советую именно с этого сорта начать. И не старайтесь покупать огромные кусты. Они уже как выращивались где-то, привыкли к тому уходу, к тому окружению. Все. Покупайте небольшие, они нарастают быстро, но зато они будут как детки подрастать вместе с вами, и вы учиться, и они к вам привыкать. Так, сейчас солнышко, я ее тут поставлю на композитной арматуре, прикрою немножко. От солнца агроволокном у нас обещают вообще +41. Что это будет, я не знаю, конечно, как мы переживем. Обязательно проливайте крупнолистные гортензии. Очень любят полив и дождевание. Вот в этих теплицах, где их выращивают, у них проложен трубка такая капельная, туман. Знаете, и я поэтому вечерком прохожу и все насадка на шлангу одеваю, и которые вот тут в грунте, которые у меня на террасе стоят в горшочках, прямо туманом их поливаю, им очень нравится. Еще по уходу. Если вот вы купили крупнолистную гортензию и у нее опустились листья, вот моя бесконечное лето очень реагирует на жару. Сразу раз, и вот так все поникли побеги. Сразу ее побрызгать, пролить, хоть даже и влажная почва, все равно пролейте. И можно прикрыть или агроволокном белым, или даже тонким целлофаном. Не сильно, а слегка. То есть создать ей полутепличные условия. Ну вот все. Про остальные крупнолистные я расскажу, покажу, когда они все расцветут и будут красивые. По соцветиям, по сортам пройдемся. Ну а я вам желаю, чтобы вы научились, подружились с крупнолистными гортензиями. Это очень отзывчивый кустарник цветущий, который будет вас радовать прямо бесконечное лето. Все, всего хорошего. Задавайте свои вопросы, что знаю про крупнолистные, я вам поотвечаю. Но немножко я уже с ними подружилась, уже прямо так вижу, что не хватает, что надо, что не надо. Более... забыла сказать, как я ее на зиму укрываю. У меня есть видео, как мы готовим гортензии к зиме. Можно посмотреть, я там как раз и разные сорта, и ее сорта, виды гортензий, и древовидные, и метельчатые, и как раз ее укрывала. Я листья все обрезаю, соцветия обрезаю. Некоторые прямо с листьями, говорят, теплее будет. Мне кажется, листья могут, какой-то там создать, гнить начнут, вдруг сырая осень, вдруг дождливая, еще и попортятся побеги. Листья срезаю, веточки связываю, наклоняю, укрываю агроволокном, и с одной стороны, чтобы было отверстие продуваемое, целлофаном накрываю. Это чтобы дождь не намокал агроволокно и не мокло, и корка ледяная, и
смена температур, но оставляю обязательно с одной стороны, чтобы немножко воздух попадал. Вот в этом году результат, честно сказать, она так много соцветий выдала у меня первый раз. В прошлом году было там 2, 3, 4. Я вам ее даже, по-моему, один раз только показала, эти крупные соцветия, и все, потому что как бы результата еще не было. Вот такая зимовка, вот так она выглядит сейчас. Ну, теперь уже точно все. Всего хорошего. До встречи. Нам цикламен Пьер де Ронсар прямо помогал. Я выглядывала из-под него. Всего хорошего.